Привет, Cover Project! Меня зовут Катерина Сафронова, я дизайнер интерьеров. Сегодня я покажу вам мой новый проект. Это московская квартира, оформленная по законам Васту и сакральной геометрии. Васту пришел к нам из моей любимой Индии. Это древняя ведическая наука, которая построена на базе гармонии. Человек, дом и Вселенная. Сакральная же геометрия – это набор правильных, благостных пропорций, форм и чисел, которые лежат в основе всего мироздания и жизни. Я давно изучаю эти направления, так же как и йогу, энергетические практики. И так как работаю в сфере дизайна интерьеров, обязательно в каждый свой проект я интегрирую васту-план. Ведь дизайн — это и про человека, и про его психологию, и про то, как он гармонично существует в своем новом доме. Но в этой квартире вы не увидите классических отсылок, цитирования васту либо фэншуя. Здесь нет ни статуэток Будды, ни Ганеши. Эта квартира построена на базе правильных пропорций и форм, и также ориентирована по сторонам света и по зонам, которые должны располагаться в этих сторонах света, о чем нам и рассказывает наука Васту. Но так как эта квартира в первую очередь для наслаждения жизнью, для современного человека, который живет и работает в Москве и приезжает сюда отдыхать, мы здесь собрали очень много классных предметов трендового дизайна. Поэтому, как и духовность, васту у нас лежит в основе, и его не видно. Здесь видна только дизайнерская идея и ощущается гармоничность пространства. Все, кто приходит в эту квартиру, чувствуют себя хорошо и отмечают некое спокойствие и плавность линий. Те, кто изучают васту, замечают такой факт, что дом выбирает человека сам. Либо, когда строится дом под заказ, человек уже должен быть на том уровне духовного развития, чтобы войти в этот дом, спроектированный по идеальным законам васту, то есть по идеальным законам Вселенной. И у меня как раз пришла такая заказчица, которая уже была готова к этой квартире. Квартира находится практически идеально по осям света, север-юг. То есть у нее отклонение довольно редкое, всего лишь 48% от идеальной оси с севера на юг. Что говорит уже о том, что заказчик, который выбрал квартиру до того, как обратиться ко мне, уже был готов к этому пространству, и мне оставалось только скорректировать некоторые зоны и улучшить уже те плюсы, которые были в пространстве. Квартира имела свободную планировку, мы были привязаны только к двум мокрым зонам, это 2 санузла плюс кухня. Все остальное мы выстроили на базе благостных пропорций, это стремящиеся прямоугольники к квадрату, то есть мы освободили здесь очень большое пространство в центре квартиры, которое называется в васту Брамастан, что в переводе «остановка Бога», то есть это место, которое, как в церкви, должно быть всегда свободно, там циркулирует жизненная энергия квартиры, и мы ее сохранили, поставили свободный круг в центр квартиры, а все остальное закольцевали вокруг. На этом плане мы видим ориентацию зон квартиры, соответствующую планетам. Каждая из зон по васту относится к определенной планете. Например, северо-запад – это зона Луны. Спальня у нас попала в зону такой абсолютной духовности, умиротворенного, молитвенного даже настроения. Здесь у нас использованы были такие спокойные природные цвета, что абсолютно переключает человека на медитативный лад. Это мое любимое место в квартире, и когда хотелось чего-то успокаивающего, всегда садилась на широкий подоконник в спальне и немного даже медитировала. Дальше мы переходим в зону Венеры, юго-восток. Это зона женская, зона наслаждения, наполнения. Здесь у нас есть большая ванна, с которой открываются ракурсы на всю квартиру. Можно из нее смотреть и на восточную часть,
и даже видеть через окна гостиной Матвеевский лесопарк. В квартире на 95 квадратов располагается довольно большое количество окон, все окна в черных алюминиевых рамах, что изначально немного смущало заказчицу, ей казалось, что темные окна, они затемняют квартиру. Но, конечно же, это не так, потому что окна — это как глаза дома, а глаза всегда должны быть ярко подчеркнуты, и это только осветляет, наоборот, интерьер, когда есть темные акценты. Но я решила эти окна еще больше расширить за счет зеркальных откосов. Они у нас располагаются как по вертикальным поверхностям, так и по верхним откосам, то есть создается такой эффект расширения пространства. И очень интересно смотреть, как, например, проезжают автомобили, глядя на потолок. В классических планировках по ВАСТу кухня должна располагаться на юго-востоке. Но у нас на юго-востоке располагается ванная и зона гардероба и хранилище украшений. В целом, юго-восточная зона — это зона женская, зона Венеры, там, где должна женщина наполняться. Ну, по классическим законам ВАСТу почему-то было решено, что она должна наполняться на кухне. У нас кухня располагается в северо-западе. Это тоже допустимое по ВАСТу проектирование для тех людей, которые не так много времени проводят на кухне. Это связано с тем, что элемент юго-востока, он огненный, то есть кухня предполагалась как хранилище чего-то огненного в целом, так как очаг, огонь. Но у нас кухня холодная. Она возможна для тех вариантов, когда мы на кухне не очень долго проводим времени заготовкой, жарениями, парениями. Это считается такая а-ля вегетарианская кухня, либо кухня занятого человека. Здесь минимальный набор техники, очень большое хранилище всей кухонной утвари находится в этом острове. Там выходные ящики, и в целом правило треугольника, да, такого кухонного классического, когда хозяйка все может достичь, разворачиваясь просто по треугольнику, оно здесь сохраняется. Комплектация этой квартиры состоит из нескольких блоков. Первый блок — это бренды известных итальянских, французских, скандинавских фабрик. Ну и второй блок — это, конечно, наша столярка, которую мы делали на заказ. Абсолютно все, что вы видите здесь на стенах, шпон, все встроенные конструкции, кухни, двери, это было сделано подрядчиком «Лесопилка». Отдельный блок — это работы по мрамору, которые тоже были сделаны по моим чертежам. Очень большая работа по мрамору была проделана в прихожей. Мой подрядчик, конечно, выступил здесь как настоящий мастер. Мы вырезали этот мрамор гидроабразивной резкой по шаблону, который я нарисовала на основе золотого сечения. Отдельным блоком идет винтаж. У нас есть бра из толстого итальянского стекла. Они у нас находятся в гостиной. И очень красивые бра GT Кальмар находятся в спальне. Остальной свет у нас был привезен из Европы и даже из Америки. К нам прилетела огромная люстра Arterios, которая напоминает лично мне сказочный лес. Эта люстра у нас видна из практически всех точек квартиры, и мы можем включить подсветку таким образом, что она станет центром композиции и отбросит очень красивые лучи на стены. За время работы над этой квартирой мы очень подружились с заказчицей, мы даже ездили вместе в Индию, в мой тур дизайнерский «Сакральная геометрия». Очень много провели времени в беседах, в каких-то практиках, ходили даже вместе на йогу, на танцы. И я уже ждала окончания этого проекта, чтобы просто дружить, иногда приходить в гости, есть ягоды,
на белом диване и уже никак не быть связан никакими нервными историями, касаемыми сроков, каких-то косяков, возможно. Ну, конечно, этот проект очень дорог для меня, потому что сюда вложено очень много моей энергии, моей собственной истории, узнавания каких-то сакральных приемов, работы с пространством. И я очень рада видеть какие-то фотографии из этого интерьера, когда мне присылает их заказчица со словами о том, как она радуется каждый день, наполняется здесь, и гости, приходящие к ней, тоже взаимодействуют с этим интерьером. И все происходит так, как я и мечтала.